Всем привет! Это Купидитас. Мы на Boat Show 2018 в Дюссельдорфе. Решили снять несколько обзоров по различным яхтам. Но перед просмотром видео хочется сказать, что мы не снимали их, как большинство, так как решили, что мы находимся не на мебельной выставке, а все же на яхтенной. И поэтому в каждой лодке решили залезть так глубоко, насколько позволят обстоятельства. Постараемся дать свои комментарии, исходя из нашего опыта проживания на яхте больше года. На выставке очень много людей, снимать было тяжело. Частенько поднимали караул, что русские решили разобрать лодку, и нас пытались остановить. Безусловно, это наш первый выставочный опыт. Просим не судить нас строго. Но мы постарались залезть как можно глубже и постарались сделать кадры красивыми, насколько это возможно при тусклом освещении и многолюдности. Обязательно пишите комментарии и аргументированную критику, ведь мы еще собираемся в Канны. Приятного просмотра! Подписывайтесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить следующие выпуски. Dufour Grand Large 360. Это молодая модель 2017 года, ей буквально 1,5 месяца. Она пришла на смену 350-му Grand Large. Лодку предлагается купить в двух вариантах планировки, 2- и 3-каютной версии. Некоторые характеристики про эту лодку. Когда осматриваешь эту лодку, она выглядит современной, красивой, и многие решения уже воспринимаются как данные. Но то, насколько изобретательны инженеры верфи Dufour, понимаешь только когда вспоминаешь, что эта лодка всего лишь 9 метров по ватерлинии. На сегодняшний день это самая маленькая лодка со встроенным грилем, отдельной раковиной, которую можно удобно пользоваться в кокпите, стоя на купальной платформе. Это особенно классно, когда на якорной стоянке наловил дорадинок и можешь ее пожарить, не отвлекая запахами всю команду. Даже в такой маленькой лодке уже используются 2 штурвала, а это удобный проход по кокпиту и обратно. Все органы управления выведены на Noctows. Он, конечно же, низкий и не так удобен, как более высокий вариант. В этом случае приходится опять вспоминать, что лодка-то всего 9 метров. В кокпите все скомпоновано так, как мы уже привыкли видеть в больших лодках. 2 айсбокса, розетка для фонарика, подстаканники, хороший, удобный, просторный стол. Поскольку мы рассматриваем 2-каютную версию, посмотрите, какой здесь вместительный рундук. И очень интересно, что инженеры расположили фекальный танк именно здесь, за пределами каюты. В этой малютке достаточно широкая и комфортная палуба. Ванты также вынесены по бортам, что дает возможность беспрепятственно ходить. Органы управления парусами здесь стандартные, и, соответственно, их можно варьировать в зависимости от потребностей будущего владельца. Но стоит обратить ваше внимание, что здесь уже применяется скрытая проводка шкотов. Закрывается она цельной плитой сразу на 2 борта, на которой стоит дополнительное навесное оборудование. Безусловно, это затруднит замену любых веревок. Поэтому перед выходом неплохо бы проверить качество такелажа, может быть, что-то уже износилось. Люки на этой лодке выполнены заподлицо, удобно ходить и не повреждать себе пальцы ног. Как и в любом дюфуре, здесь достаточно вместительный цепной ящик. Органы управления выведены сюда же. Приятно, что на лодке уже установлен бушприт, что облегчает работу с дополнительными парусами. Вход в лодку выполнен уже на новый манер, за счет распашных дверей. Это удобно.
Давайте посмотрим, из чего состоит носовая каюта. Здесь неплохая двухспальная кровать с учетом размера яхты. Вход в каюту выполнен в виде двух распашных дверей, что для маленькой яхты особенно приятно, потому что можно увеличить размер кают-компании, хотя бы визуально. В каюте размещено два вместительных ящика. Один для того, чтобы вешать одежду, другой для того, чтобы ее складывать на полке. Под кроватью, помимо опционального водного танка, разместился очень вместительный рундук из 3 секций. Удобные полочки над кроватью. Трюмная часть в носовой каюте достаточно маленькая, наверное, можно разместить в ней тапки. Кормовая каюта в двухкаютной версии похвастается шикарной, просторной двухспальной кроватью. И, безусловно, вместительным шкафчиком с отделением для обуви. Под кроватью в стандарте расположен водный танк. Лампочка, розетка и большая полка. Это уже стандарт для дюфура. Давайте рассмотрим камбуз на этой малышке. Г-образное расположение камбуза позволяет удобно готовить на ходу. Обратите внимание, что достаточно много разделочных поверхностей. Вместительный холодильник позволит сделать большие запасы на длительный переход. Ну, или запастись пивом для друзей. Двойная мойка, прикрытая разделочной доской, это очень удобно, особенно когда используешь забортную воду. Единственное, что при заказе лодки не забудьте упомянуть, чтобы вам поменяли краны местами. А то может случиться так, что вы просто не сможете дотянуться до педали, которая будет вам выкачивать эту воду из-за борта. Верфь по-прежнему делает свои лодки ремонтопригодными, поэтому все проводки, провода, фитинги, соединения, все находится в открытом доступе, что позволяет проводить своевременную инспекцию и иметь легкий доступ к оборудованию. Плита здесь прикрыта массивной приятной столешницей, которую по совместительству можно использовать как поднос, но она действительно очень тяжелая и лучше пользоваться ей 2 руками. Очень радует то, что в лодке используется практически все пространство действительно комфортно и грамотно, поскольку даже в столь малом размере мы видим очень большое количество рундуков и потайных шкафчиков. Продуманность использования пространства коснулась также и кают-компании. Здесь практически все пространство используется под всевозможные шкафчики. Особенно удобно, что это не один большой шкаф, а несколько маленьких, что позволяет хорошо и качественно рассортировать все вещи и получать к ним быстрый и легкий доступ. Рундуки в спинках сидений не такие просторные, как в больших лодках, но они есть, и это плюс. Удивительно то, что в столь маленькой лодке в рундуках под сидениями место не занимает техника, она расположена более компактно в других местах. Это позволяет сохранить достаточно много пространства для того, чтобы сделать запасы. Отдельного внимания здесь заслуживает многофункциональный стол. Да, он не раскладной, зато каждый миллиметр в нем
используется очень эффективно, и он наполнен всевозможными ящиками, рундуками и местом для хранения вина. В этой лодке достаточно удобный доступ в каждый трюм. Практически все пайолы снимаются беспрепятственно, не задевая какую-то другую мебель, что, безусловно, приятно и удобно и действительно позволяет разместить там, например, консервы. Как мы видим, эта лодка совсем новая, буквально несколько дней, как пришла с верфи, сразу на выставку. Здесь даже не успели стряхнуть пыль. Обратите внимание, что пайолы здесь уже сразу прорезинены, поэтому они не будут скрипеть и ерзать. Невзирая на то, что пространство здесь используется очень эффективно и все необходимое присутствует, а лодка является современной, Дюфур все равно сохраняет прекрасное штурманское место с столиком для хранения карт и всяких мелочей. И оно также удобно расположено по ходу движения, что для многих является важным. Этот уголок, как и любой другой в этой лодке, сохраняет максимально возможную функциональность. Каждая ниша здесь имеет удобный доступ в виде ящичка или рундука, что позволяет разместить здесь удобное оборудование, например, бинокль, рацию, ручной компас, фонарик, опять же аптечку или какие-то другие вещи, которые должны быть под рукой всегда, особенно в длительном переходе. Совмещенный санузел здесь, в принципе, достаточно обычный и классический, но имеется ряд интересных решений. Во-первых, потолок здесь более чем высокий, есть несколько окон для проветривания и для того, чтобы было светло. Здесь по-прежнему множество ящичков и рундучков. Особенно приятно, что, открывая ящичек, ты обнаруживаешь там полочку, а не фекальный танк. Также этот санузел по совместительству является выходом в кладовку. Конечно, не обошлось и без косяков, но, повторюсь, лодка только что сошла с верфи и сразу на выставку. Надеюсь, это просто результат спешки, и в серию это решение не пойдет, а получит хорошее качественное оформление. Интересное решение применять два смесителя, отдельно кран, отдельно душ. По-прежнему сохраняется очень удобный доступ ко всем внутренним частям лодки. Очень легко инспектировать и ремонтировать. В этой комплектации установлена электропомпа унитаза, но, как мы понимаем, это опция и можно ее применять практически на любой лодке. Подводя итог, если вам не нужен большой размер, то эта лодка очень удобна и хороша, причем для разных целей. Она хоть и маленькая, но очень вместительная и продуманная. Что касается стоимости на данную лодку, по прайсу за базовую комплектацию предложено уплатить 96 тысяч евро. Но это базовая комплектация, что в нее входит, надо смотреть. Ведь у каждой верфи это разные комплекты. Бывают полностью готовые к выходу лодки, а бывает так, что нет ни духовки, ни лебедок, да еще и паруса нужно оплатить. Чтобы разобраться во всех этих тонкостях и нюансах, лучше обращайтесь к профильному специалисту, дилеру верфи. По лодкам Дюфур обращайтесь в Интерпарус. Это компетентные ребята, которые, как и мы, занимаются популяризацией парусного движения, не только как спорта, но и как круизинга. И они помогут вам сделать первые шаги в яхтинг, начиная с обучения и чартера, и аж до покупки лодки и дальнейшего сопровождения.
Более того, мы уже договорились для вас на дополнительные скидки, поэтому обязательно при обращении укажите то, что вы от Cupidicas, и до августа вас будут ждать дополнительные скидки от 1 до 5%, в зависимости от того, решили вы купить лодку, взять ее в аренду или пройти обучение. Все контакты оставляю в описании, просто кликайте по ссылке и добро пожаловать в яхтинг!